Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у канала «Кофе со вкусом Чернобыля» Виктор Кучинский. Он студентом приехал на ликвидацию и потом остался на Чернобыльской АЭС. Но с чего все начиналось? Виктор Казимирович, что у вас и как вы вообще оказались в атомной энергетике? Ну, Откуда вы вообще родом? Долгий вопрос. Я космополит. Я родился вообще в Казахстане. Так мы в одной стране с вами родились? Да. Вы тоже в Казахстане, да? В Джасказгане. Да, я в Целинградской области. Родился вообще в Казахстане. Все свое детство и вырос, и сформировался это в Крыму. А высшее образование получил в Российской Федерации в городе Горьком. Я закончил Горьковский политехнический институт, физико-технический факультет. Ну, насколько я слышал, Горький достаточно закрытый город. И там много всяких... В Советском Союзе это был закрытый город. Там население было более миллиона. И вот в Советском Союзе город с населением более миллиона считался закрытым. Ну, Сахарова уж не зря туда отправили в свое время. Да, смешно, как можно закрыть город с таким количеством населения. Да, но город интересный такой. И как вы оказались там? Вообще-то чисто случайно. Я после окончания школы думал, куда пойти учиться. Я очень сильно увлекался радиоэлектроникой, кибернетикой. На тот момент это были такие современные направления. Вот я был неоднократным победителем Олимпиады в Малой академии наук Крыма по кибернетике. И меня по большому счету в Крыму и многие вузы украинские принимали без экзаменов. Но вот юношеский максимализм, доказать себе что-то, я выбрал Москву. Москва для меня там, считалось, пытался. Но кто я в Москве? Приехал же я. Да, я в школе был лучший физик и математик. Приехал туда, первый же экзамен я сдаю на 4, и меня тут же говорят, а вы уже не поступите, товарищ. Маловато 4 будет. К нам, да. Но, как впоследствии выяснилось, это было на меня просто оказано давление. Но мы вам предлагаем, здесь совсем рядышком 400 километров есть город такой Горький, там есть великолепные вузы с высоким уровнем образования, вас там с удовольствием. И так я оказался в Горьком. Приехал, хотел я поступать на факультет радиоэлектроники и кибернетики, но меня там отказались принимать мои документы, поскольку это было уже просрочено. И предложили мне поступить на физико-технический факультет. Рассказали, это закрытый секретный факультет, там действительно требуются люди с хорошим школьным образованием. Я туда подал документы, поскольку уже нельзя было возвращаться домой, и поступил на физтех. И так я стал, конечно же, через несколько месяцев я разобрался, что это за специальность, атомные электрические станции и установки, специальность. И попал на легендарную кафедру, которую руководил профессор Будов. До сих пор очень хорошие воспоминания о моих преподавателях. А преподавали нам тоже великолепные специалисты, которые имели практические навыки в построении и создании атомной промышленности в СССР. То есть я из первоисточников. В частности, атомных подводных лодок. Да, вы будете удивлены, но в Горьком, это в центре Советского Союза, внутри территории строили атомные подводные лодки. Капец. Да. Конструировали все оборудование, турбогенератор, главный турбозубчатый агрегат и реактор, и даже оснащали, там прям загружали и строили ядерное топливо и загружали. Это да. А доставляли? Извините меня, до моря-то? Да, упаковывали. Там строилось один проект атомной подводной лодки, это 670-й проект. Я, кстати, его изучал очень давно. Моя вторая специальность – это управление ядерной энергетической установкой на проекте 670-м атомной подводной лодки. Да. И упаковывали вверх по Волге, по каналам, и она оказывалась в конце концов в Баренцевом море. Да.
таких лодок 13 штук было построено. Это очень интересные лодки. Они имели один реактор, один вал, 8 крылатых ракет, 2 из них несли спецзаряд, то есть ядерный заряд. Это убийцы авианосцев, их называли. Да. То есть вы были студентом, когда произошла Чернобыльская катастрофа? Да, да. Я закончил 4-й курс. В мае месяце я там в походе был. Об аварии самой я поздно узнал. Уже пришел из похода. На этом майские праздники уже. И уже узнал, мне сообщили, потому что гудело все общежитие, кафедра, что произошла какая-то авария на Чернобыльской атомной станции. И в один прекрасный момент я иду на консультацию, это сессия была, и мне, а там вход у нас по пропускам, все такое, говорят, студент Кучинский, вас ждут у заместителя декана. Я думаю, ну все, допрыгался. Доходил. А нас собрали там. И декан Шлокин говорит, что поступил запрос из министерства с помощью помочь специалистами. Очень сильно не хватает специалистов. Тогда было, там же было министерство Средьмаш и министерство энергетики. Вот из министерства энергетики, поскольку, по всей видимости, наша станция Чернобыльская принадлежала как раз министерству энергетики, вот оттуда. И вот мы предлагаем добровольно вместо поездки на практику, а мы практику проходили на этих атомных станциях, поехать туда. И как бы так нам дали вводную. И уже это было в мае, и уже в середине июня сформировались добровольцы в числе 14 человек. Возглавил их тоже уникальный человек. Он всего лишь на 2 или 3 года был старше нас, Андрей Митенков. Это сын знаменитого ученого Федора Михайловича, по-моему, Митенкова, который много лет АКБМ имени Африкантова руководил. Это очень такой энергичный. Он тоже физтех закончил и работал уже в то время. И вот мы, 14 человек во главе с Андреем Митенковым, поехали на ликвидацию. Он чуть-чуть раньше уехал, решил все административные вопросы и уже встретил нас на вокзале в Киеве. И чем вы занимались? Нас не сразу направили. Нас 2 недели по 12 часов в день готовили. Да, готовили специалисты из Красного Сормова, которые участвовали в реальных авариях ядерных. Вы, наверное, не знаете, что в 70-м году в Горьком произошла ядерная авария со взрывом реактора. Советский Союз был закрыт, да. Это во время строительства, уже во время окончания пусконаладочных работ, уже загрузили активную зону в лодочный реактор. Что-то там напутали, и компенсирующая решетка пошла вверх, и произошел, он что-то там около нескольких секунд был в надкритическом состоянии, и разнесло это все вместе с цехом. И эту лодку, по-моему, так и не восстановили. Это надо почитать, посмотреть. Это да, почитайте. Да, эта авария вот идентична, как в Чажме в 1985 году произошел. Только там тоже во время перегрузки, после перегрузки реактора, то есть произошло. То есть, а здесь на новой активной зоне. Но, конечно же, городу повезло, что это была абсолютно новая активная зона, что там не было накоплено продуктов деления, и долгосуществующих изотопов там был минимум. Но переобучилось 400 человек. Ну, в общем, это отдельная история. И нас обучали эти люди. Дозиметрии, спектрометрии, радиационной медицине. Обучали уже тут? Нет, там по 12 часов, с приемкой экзаменов. Те знания, которые я получил во время этих курсов, я до сих пор все это помню. Нас снабдили парком дозиметрических приборов. То есть нас не просто так отправили. То есть нас отправили со знаниями, с сертификатами, как это корочки нам выдали на тот момент, и снабдили приборами. От ДП-5В, РУП-1, СРП-68. Вот это вот. И мало того, что на тот момент этот
по-моему, ДКС-04, такой переносной красный приборчик. ДКС-04, вот их нам 2 дали. Нам сказали на 100, они 400 рублей стоят. Сумасшедшие деньги, да. Да. Но один из приборов мы тут же загрязнили, первый же. Мы еще не понимали, куда мы попали. И мы, честно говоря, не понимали, куда мы едем, на какую ликвидацию. Первое осознание вот степени масштабов аварии я получил в Киеве, когда вытащил этот СРП-68, померил, а там 0,3 миллирентгена в час на площади Богдана Хмельницкого. И я понял, сразу же, вот, мне было там 22 года, я уже осознал, думаю, это масштаб. Привезли, и на основе нашей группы была создана группа дозиметрической разведки. Мы выполняли всякую работу. И мы были оформлены прямо в подразделении Чернобыльской АЭС. На тот момент цеха ЦРБ не было, был отдел охраны труда и радиационной безопасности. Даже помню фамилию руководителей, это, по-моему, были вот Редько и Сухецкий. Редько Валерий Павлович, да? Да, да, вот это вот. Он меня на работу тоже принимал. Да, и вот в 86 году он тоже был, возможно, командированный был на тот момент. Он с Белоярки. Да, вот он. Мы там были. И поселили нас в Сказочном. И вот распределяли 12-часовой рабочий день, везли на автобусах с переодеваниями, со всеми. Это везде мы. И это и первая очередь. Я где-то 80% своего времени был на площадке. Ну, дозиметрист. Дозиметрист — это в то время бог. Видели человека с приборами, с прибором сразу. Померяй, пожалуйста. И меряли, и это все, конечно, там. Это, и когда мы приехали сюда, я увидел развалившийся реактор. Я был немножко шокирован даже. Что получается? Вот мы приехали туда, и с чем я столкнулся? Я увидел абсолютно большое количество людей, абсолютно неграмотных. Это вот первое вот мое впечатление. Они не понимают, что такое радиоактивное загрязнение, как защищаться от него. То есть вот это вот меня немножко, по всей видимости, к тому моменту специалисты все выгорели, потому что мы появились 15 июля. И нас сразу в бой, сразу в работу. Дозиметристов не хватает, ребята, готовьтесь работать. Мы сюда приехали работать. И у нас наш руководитель, он такой немножко безбашенный был. Лез на рожон в самое пекло. И поэтому такой очень грамотный, самоотверженный такой и хороший организатор. Я его очень сильно уважал. Если вот он мне давал задание, то чтобы его не выполнить, это было невозможно. А помимо площадки на блок, на кровлю? В общем, был случай, я этот случай потом уже осознал, вспоминаю, по большому счету был такой случай, когда это уже позже, ближе к сентябрю, мы получили задание, наш руководитель получил задание сделать картограмму крыши третьего блока. Тогда уже планировалась очистка крыши. Планировалось, что это будут делать партизаны, как мы их называли, но группа дозиметрической разведки, я вот оговорюсь, было 2 группы дозиметрической разведки. Параллельно с нами была очень профессиональная, мощная такая, тоже их 15 или 20 человек было, команда Спасенникова, руководил капитан первого ранга из Северного флота Спасенников. Потом его сменил тоже знаменитый дозиметрист по фамилии Юрченко. Юрченко, да. По-моему, он потом даже флаг поднимал над этим. Это было действительно профессионалы. На нас, конечно, свысока посматривали. Зеленые студенты. Да, зеленые студенты, да. И вот там наш командир, он говорит, вот мы сделаем эту картограмму. И вот ночная смена, вот мы туда идем втроем, как помню, Олег Власов, я, по-моему, Коля Евченко. Туда приходим картограмму снимать. А какая картограмма? ДП-5В?
Мы к пролому там к дырке этой подошли, а там все уже зашкаливает ДП-5В. И мы там долго думали, совещались, посоветовались и решили сделать картограмму в помещении и вычислили коэффициент, умножили на коэффициент ослабления кровли, и кровля там может... Но это же вы были в 7001, да, да, 7001. Да, там вот я не знаю, как это, да, как эта дырка там образовалась, это то ли ее проломили во время забрасывания, то ли была она была, то ли, может быть, я не знаю судьбы этой дырки. И мы не побоялись выходить на крышу на тот момент, сделали картограмму. На утро наш руководитель пошел с картограммы, и его генерал какой-то, я не знаю, возможно, это был сам Тараканов. Что вы мне принесли здесь за бумажку? Вам было задание сделать картограмму. Вы понимаете, что вы фактически в боевых условиях. Если бы вы были военный, вам нужно было под трибунал, под расстрел отдать. Вот такие вот, как отчитал нашего руководителя, ну, он говорит, ребята, надо делать. И мы идем туда, повторно выполнить эту команду. И человек, тоже работник нашего подразделения, ведущий инженер, даже фамилию его помню, Ковальчук. Он тоже был командированный то ли с какого-то ВВР-440, то ли с Ровенской, то ли с Кольской. Он говорит, ребята, я вас туда не пущу. Берет телефон, звонит кому-то, не знаю, возможно, НСС или, может быть, там административному руководителю. Вы что, говорит, на крышу молодых ребят посылаете, 22-летних. Я их не пущу. И таким образом мы вернулись ни с чем. Я долго вспоминаю этот эпизод. Возможно, действительно, он нам жизнь и здоровье спас, этот человек. Однозначно. А у меня вопрос, насколько сильно отличались ваши расчетные данные от тех, которые потом появились? Ой, дело в том, что там, дело в том, что мы больше туда не ходили, там действительно картограммой дальше группа Спасенникова занималась, эти профессионалы, которые говорили, но там все же зависело от точечных вот этих источников. Там если лежит тепловыделяющая сборка, так от нее же, ну, сами понимаете, какие дозы могли. Там только математическим путем посчитать. Да. Сам графит, гамма у него невысокая была. Он как бы только за счет того, что он был загрязнен этими продуктами деления, сам графит, он бета-излучатель, он гамму слабую. Графитовые эти, я их не боялся, потому что я знал, как от них защититься. Я уже позже узнавал, что там было больше 1000 рентген на крыше. Ее очищали, там самый сложный был участок, это зона М, Маша, это там где-то, там группа. Но мы уже, планировалось, что мы уедем перед 1 сентября, поскольку у нас учебный год. Но мы начали уезжать, а нас не отпускают. Говорит, ребята, все, вы на ключевых тут должностях, мы не можем вас отпустить, потому что... И наш командир ходил, говорит, что хотя бы это. И нас оформили еще одним приказом с 15 августа до 15 сентября, что мы еще поработаем. И нас отпустили вот 15 сентября. Потом, когда я вернулся с ликвидации, это было еще и неприятности там. Потому что мы опоздали к началу учебного года. Это знаменитая история, о которой Виталий Медведь даже какой-то рассказ написал. Интересно. Прихожу я, а тебе говорят, вы кто такой? Я говорю, я вот приехал. Такой, а вы где были? Ваши все на картошку уехали. Я говорю, я с другой картошки приехал. Я был на ликвидации ядерной аварии. Я приехал с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС. Она говорит, меня не волнует, какие там у вас были аварии. Вы должны были к 1 сентября явиться в деканат. Это вот что вот эти студенты не делают, лишь бы на картошку не попасть. Это такая ситуация. И меня в наказание направляют работать на кирпичный завод Высокого. Там есть такой кирпичный завод, такое отсталое производство. И вот это вот знаменитая ситуация, когда я там... Рядом со мной какие-то угрюмые мужички работают, не разговаривают не со мной. Это каждые 50 минут делают перерыв на 10 минут, покурят и опять работают. Но на второй день я к ним в курилку пришел и говорю,
мужики, а вы кто, откуда? Они говорят, мы химики. А ты кто? Я говорю, я физик. Они, а это что за статья? Оказалось, что я работал с заключенными. Все, ну вот это такой просто анекдотический случай с этим физиками, химиками. Мы химики. Это что за статья? И уже, конечно, когда уже мы заканчивали вуз, защитились, я защитился на отлично. Тема моей диплома была ВВР 1200. Это тот, который сейчас строится. Да, вот это, я в тот момент его знал ВВР очень досконально, хорошо. Но как-то получилось, что судьба с РБМК заставила меня выучить РБМК. Хотя РБМК я тоже неплохо знал. Я распределился как раз на ВВР, на Запорожскую. Вообще я хотел работать, тогда говорили, на Украине. Да? Да, на украинских атомных станциях. И поэтому конкуренции среди наших вот отличников у меня не было, потому что все там местные отличники распределялись, старались остаться в Горьком. Особенно на тот момент это было самое призовое рабочее место, это была Горьковская атомная станция теплоснабжения, АСТ-500, которую так они не смогли закрыть. Это очень хороший проект, мне он очень нравился, очень безопасный, там действительно был продвинутый проект. Их два было, вот где-то под Воронежем строили и в Горьком. Это хороший проект был. И я бы распределился на Запорожскую атомную станцию. А потом, опять же, пришел запрос, что нужны, воссоздаем Чернобыльскую атомную станцию, пустили уже к тому моменту первый, второй блок, третий еще стоял, говорят, набор персонала, поскольку персонал выгорел штатный, массовая замера. К тому времени, в 1987 году, сюда мои друзья уехали. Это Витя Покровский, там Андрей Белык, Миша Золотухин, это все наши физтеховцы. Сюда уехали, я сюда приехал, еще не закончил, приехал, посмотрел, как начинал строиться город Славутич, что здесь обещают квартиры всем, что есть перспектива к карьерному росту. Я приехал и пришел в деканат и говорю, я хотел бы перераспределиться на Чернобыльскую АЭС. Они позвонили в министерство и очень легко и быстро перераспределили. Так, и вот я уже 4 апреля 1988 года приехал сюда в качестве молодого специалиста. Да. Извините, я смеюсь, потому что 5 мая 1988 года я сюда приехал с Запорожской. Да? По распределению. Да, вот так вот. Сюда я уже был женат. Супруга у меня, кстати, тоже атомный энергетик, тоже закончила физтех. Тогда уже у нас мы ожидали первого ребенка, и нам сразу дали очень хорошую квартиру. Это тбилисская квартира двухкомнатная в Тбилисском квартале. Мы очень были довольны. А в каком доме? В третьем доме. У меня в первом было. Ага, да. С Редько Валерием Павловичем на одной площадке мы жили. Хороший это. Да, двухкомнатные тбилисские шикарные. Да, хорошо, мы довольно комфортно там вырастили 2 детей, потом поменяли на большую квартиру. Ну и как складывалась ваша служебная карьера? Хорошо. Попал я в турбинный цех на эксплуатацию. Я только хотел на эксплуатацию. Я уже четко понимал, что это такое. Физики в турбинный цех? Да. К сожалению, так получилось, да. Попал. Но ничего страшного. Я уже, мое первое рабочее было машинист дизельной электростанции. Да, с самым минимальным окладом, там, в общем, это такое. Но первый экзамен я сдал. На тот момент начальник, это турбинный, не просто турбинный, это турбинный номер 2. Это который третий блок только. Да, я на третий блок попал. Это он довольно загрязненный был на тот момент. Я помню, что в районе вот 6-го турбогенератора там 60 миллирентген в час было все время. Первый экзамен я сдал. Так, вот этого сразу забрать на блок начальник цеха.
потому что он присутствовал при моей сдаче экзамена. Повезло с моим первым руководителем, тоже случайно с ним попал, нас построили молодых специалистов. Заместитель начальника турбинного цеха, который приехал с Ленинградской АЭС, так все верхние пуговички застегнуть, разгильдяев я сразу так вот вижу, которые не застегивают на верхнюю пуговичку, там это все. Кто в какую смену пойдет, там без разницы. Ну, сегодня на смене у нас очень жесткий, требовательный руководитель Васильченко. Кто к нему пойдет? И на меня смотрит. Я говорю, ну давайте. И так я попал к Виктору Николаевичу Васильченко. Как потом оказалось, это великолепнейший и грамотный, и такой требовательный руководитель, который, можно сказать, ну, мне дал мою первую путевку в жизнь как атомная энергетика. И уже через год я оказался на блочном счете управления. Карьера. Я просто не успевал работать. Я работал, учился, попал и уже вышел на блочный счет в течение трех месяцев. Сдал на ведущего инженера управления блоком, уже работал ведущим управлением блоком. И уже где-то в 35 лет я был уже НСБ, прошедший все эти. Может быть, вот Андрей Белык, это был из нашей вот группы, возможно, самый талантливый. Он, наверное, раньше меня стал НСБ, раньше меня стал НССом. И уже третий блок мой любимый, я фактически там проработал всю свою сознательную. И мало того, что фактически я его с мощности и остановил в последний раз. К этому мы еще подойдем. Да. А давайте про 91 год. В Чернобыльской АЭС, да, он является ключевым таким веховым годом. Почему? Потому что в октябре 91 года случилась авария на 4-м турбогенераторе на 2-м блоке. Да, это случилось в нашей смене. Я работал тогда на 3-м блоке. И вот четко помню, это произошло где-то, возможно, в 9 часов вечера. Это уже темное время суток было. Да, произошел удар мощный такой, мы услышали, масса сигнализации выпала, мы поняли, что произошел какой-то взрыв. Не было мысли, что это на 3-м блоке? Да, было первое время, что это где-то что-то у нас. У нас сигнализации очень много вышло, потом ее поснимали, посмотрели, вся снялась. Сиур, у меня замечаний нет. У меня по охлаждению активной зоны, по работе питательных насосов тоже нет, и у турбогенератора ничего нет. Отклонений. Да. И у нас есть с 3-го блочного вход в машзал. Я выбежал туда и увидел собственными глазами. На тот момент уже все было, еще свет горел. Еще свет горел в машзале, но уже видимость была где-то 1-1,5 от пола. Дальше был густой дым и пробивался свет освещения. И буквально через несколько минут и у нас на 3-м блоке погас свет. И мы поняли, что произошло что-то не у нас. Я увидел, что очагом является где-то на первой очереди, машзал у нас же сплошной такой. И уже пошли звонки, и уже говорят, что горит 2-й блок. Машзал 2-го блока горит. То есть ситуация интересная. Дым начал проникать к нам на блочный щит через эту. Это у нас там, да, там уже тоже дышать нечем было. Уже мы приготовили эти противогазы АСВ-2 для включение, но как крыша там обвалилась, кровля, там почти 3000 квадратных метров кровли упала, я не знаю, сколько они держали где-то 15-20 минут. Вот дым начал немножко... Держали, в смысле, что? Это фермы. Где-то через 15-20 минут дым начал немножко уходить. Да. Но эта вот авария, ей вот при анализе вот уделяет очень мало внимания. Все сосредоточены, что у нас горел турбогенератор, машзал. А как же реакторная установка? Реакторная установка, это там была вообще интересная ситуация. Она требует детального расследования такого-то. Мы были в шаге от ядерной аварии, я так вот скажу.
Что произошло на блочном щите? Во-первых, авария произошла, блок стоял на 50% мощности, разгрузили один турбогенератор для ремонта СПП. И когда произошел вот эта авария, а авария произошла, вы знаете причину, это самопроизвольное включение выключателя во время выбега турбины. Турбина уже практически остановилась, это было 50 оборотов в минуту, уже машинист даже уже уходил, и в этот момент самопроизвольное включение, и турбогенератор становится в режим асинхронного двигателя, и потом генератор как двигатель пытается развернуть вот эти вот 5 цилиндров турбогенератора, 60 метров, это колоссальная масса, конечно, вибрация, разуплотнение, вспышка, огонь и это взрыв. Но заглушили реактор, НСБ принимает решение о расхолаживании реакторной установки. Они открывают быстродействующее редуцирующее устройство, и оно в открытом положении отказывает у них. Заклинивает, обестачивается. И понятно, что идет выпаривание первого контура через это быстродействующее редуцирующее. Бросились подпитывать, а к тому моменту кровля упала, разрушила площадку питательных насосов, и там 3 аварийных питательных насоса. Они не могут подпитать, нечем подпитать, и уровень уходит. И уровень даже ушел, он ниже контролируемого, то есть где там. И вот главные циркуляционные насосы работали фактически при очень большой угрозе срыва. Если произошел срыв, фактически контур многократной принудительной циркуляции он был разорван. Только за счет того, что были главные циркуляционные насосы, они обеспечили надежное охлаждение вот горячей активной зоны. Пусть хоть и заглушенного реактора, но мы же знаем, что авария на Фукусиме произошла через 40 минут после заглушения реактора. Ведь там волна через 40 минут пришла после заглушения. Во время землетрясения были реакторы Фукусимы заглушены. Через 40 минут пришло цунами, разрушило все. И после этого там получился кризис теплообмена, который закончился взрывом. Ну там взрывались, правда, это водород, гремучая смесь водорода, которая, понятно, от парациркониевой реакции образовалась. И у нас только благодаря умению персонала, который находился на смене, это вот, я не знаю, это мой знакомый вот Владимир Меденцов был на смене, они организовали нестандартную схему подпитки КМПЦ через уплотнение главных циркуляционных насосов. И где-то, я сейчас затрудняюсь сказать, где-то минут 40 вот, охлаждение активной зоны было в режиме разомкнутой. Если бы были сорваны ГЦНы, я просто гарантированно могу сказать, что там были бы кризис теплообмена, там массовое разуплотнение оболочек ТВЛ было бы. Но через 40 минут уровень восстановился, они взяли анализы, отклонений по активности контура не обнаружено, то есть прошли по лезвию ножа без ядерной аварии. Вот это вот. То есть каналы остались целыми, слава богу. Да, опять получилось, каналы и оболочки ТВЛ остались целыми. Там молодой ВИУП был, Алексей Баталин, и молодой СИУР, тоже очень грамотный, хороший СИУР, он у нас на 3-м блоке работал, Фомичев. Очень опытный НСБ был, Васев, и Сиутом Сахаров. Сиут Сахаров был. Вот это вот смена. А на 3-м блоке тоже это не просто было. Мы же 5-й турбогенератор тоже остановили со срывом вакуума, с вытеснением водорода. Все в один день? Да, это параллельно мы работали, потому что мы спасали 3-й блок. Потому что... Жесть. Да, мы спасали 3-й блок, потому что там наша сменная турбина, тоже очень опытный человек, руководил сменой, это Жабуленко Юрий Семенович. Когда он забежал на блочный щит, я увидел, как он залит битумом, который капал с крыши. То есть этот битум капает на наш турбогенератор, который точно так же
у нас 200 нормальных кубических метров водорода, охлаждения статора, и около 80-90 тонн турбинного масла, пластикаты, есть чему гореть. И тогда у нас НСБ, тоже грамотный, очень грамотный НСБ, принял решение, дал команду остановить 5-й турбогенератор со срывом вакуума, с вытеснением водородом. Мы это все сделали. И вот мы сдаем смену. Пожар был ликвидирован где-то в 2 часа ночи. Уже приехала ночная смена, но мы, конечно же, остались. Мы продолжали там бороться за живучесть, остались в кромешной темноте. Работает 6-й турбогенератор, у нас темень, освещения нет на блоке. И даже аварийные. Да, да, ну выгорело кабеляж, выгорели. Да. Один из руководителей с утра пришел, и первый его говорит, зачем вы турбогенератор 5-й остановили? Петр Митрофанович, как? Авария была, мы боялись, что и у нас такое произойти может. Ну, его... Он говорит, а как мы теперь его в темноте будем пускать? То есть люди вот думали в первую очередь, как вот пустить и это. Выработки. Да. Вот эта вот авария, она явилась инициатором останова тут же, по-моему, да, и 2-го блока. Почему 2-й блок был остановлен раньше 1-го? Было принято решение и останова 1-го блока, в 96-м 1-й блок остановили, и потом уже в 2000 году 3-й блок. Кстати, у нас на станции есть человек, уникальный человек, который работал на 4-м блоке до его аварии, во время аварии в смене был. Это был человек, который работал на 2-м блоке, как раз машинист этого взорвавшегося турбогенератора номер 4. Потом он перешел на 1-й блок, остановил 1-й блок, и потом его перевели к нам на 3-й блок в мою смену. Турбинист какой-нибудь. Да, турбинист какой-нибудь. Он работает еще по сей день. И когда я говорю, Баранов Борис Александрович у меня в смене, я говорю, кого мы в смену берем, он взрывает и останавливает все. У него карма черная. Все блоки. А мудрый Борис Александрович говорит, нет, Казимирович, когда случится, если не дай бог какая авария, нужно ближе к нему держаться, он выживает. При всех авариях. А вообще этот человек, это тоже профессионал высокого уровня. Вот он может вам много чего интересного рассказать. Они рассказывали. Я же вот работал, я никогда не подумал бы, что я работаю с 2 будущими героями Украины. У меня в смене и Беспалов Валера был, это мой подчиненный был. А мой руководитель, это Баранов Борис Александрович был. Помягче был бы вот к подчиненным, если бы я знал, что это будущий герой Украины. Но там был такой подчиненный, у которого много чего было поучиться. Это были профессионалы, и сами как люди, это были очень достойные, моральные люди. А, кстати, про Беспалова, раз он у вас был в подчинении, все равно общались, работали, не затрагивалась никогда эта тема слива воды? Затрагивалась. И с Борисом Александровичем разговаривали, с Валерой Беспаловым. Это люди... Что они рассказывали? Они рассказывали, ничего там героического они не видели. Это было нормальное сменное задание. Да, нормальное сменное задание. Я даже как-то статью написал по этому поводу, потому что я был, мне когда вот это начали попадаться про этих водолазов, эти статьи, ну думаю, надо же, я с этими людьми говорил, да нормальная... Знать не знал, что они водолазы. Да, ситуация. И нормально они не понимали, что они какой-то подвиг там совершают. Единственное, что Борис Александрович говорил, что да, ему там вот этот вот сам Борис Евдокимович Щербина, он с ним лично общался, он сказал, что ребята, вы достойны, ну тогда, чем говорили, на Багамах дачу иметь, и это, то есть, но, говорит, потом не вспомнил об этом даже, да, что-то. То есть было обыкновенное сменное задание НССу. Борис Александрович, вот его достоинство было, он никогда
на верную бы смерть никого не послал бы. То есть он пошел сам. Единственное, что это же очень сложная география. Третий блок – это что-то с чем-то. Знать географию третьего блока. Это на тот момент вот был Беспалов, который знал эту географию, и взяли Ананенко с первой очереди с ним. И вот они втроем пошли. Дошли, там воды было не более чем по колено, как они рассказывают, где меньше, где больше. Зашли, Баранов даже не стал спускаться туда, в 201 помещение. Да, я знаю. Они подошли, они взяли с собой гаечный ключ, Мартын, там, чтобы, да, думаю, она там и с бирочкой подписанной, и с штурмвалом, два, ГТ-7, 8 или ГТ-8, 9, да, ручные задвижки. Они не заклинены, они пошли, и они слышат, шелест воды пошел. Пошел, вода, то есть пошло опорожнение бассейна Барбатюра. И они вышли и вернулись. Какие дозы получили? Вот и Баранов, и Беспалов, они не помнят, но говорят, они не были шокирующими, иначе мы бы заполнили, то есть это все. Да, это была такая работа, и я так думаю, что таких заданий было масса, да, масса. Ну а что, бассейн, да. Я хочу сказать, что уже доказано, что к тому моменту, когда они опорожнили, топливосодержащие массы уже были в бассейне. Да, то есть это как бы там такие пензообразные. Да, плавали, да, то есть это. Потому что они до сих пор у нас и на первом, и на втором этаже бассейна Барбатюра, там, по-моему, там на нижнем этаже где-то полкуба. А на втором этаже 1,5 куба этих топливосодержащих масс так и остались. Работа над каналом или с каналом позволила мне, человеку, проработавшему 21 год на станции, лучше узнать, с кем же я работал на самом деле. Потому что в процессе работы как-то никогда не заходило разговоров, кто где был, какую работу выполнял. Кто на ликвидации, кто... обычные ребята, мужики. Часто так. Особенно я застал вот этот вот период, 88 год, когда шла замена персонала. Когда город построился и шло заселение города, и немногие специалисты, оставшиеся, хотели ехать в город, потому что их семьи не хотели уезжать, жены. И вот этот вот конфликт я помню. Я помню, как меня первый раз привели на блочный щит. Подинок привел, говорит, так, ребята, вот принимайте в эту смену, вот человек будет готовиться у вас на ведущего инженера управления блока. Как только вы его подготовите, мы вас уволим. Шикарно. Да, вот так вот мне представил и ушел. Я стою, а на меня, так смотрят.